В июле корейские телеканалы приготовили много интересных дорам, и уже объявлено официальное расписание премьер. Сегодня расскажу, какие новинки нас ждут. С 3 июля, то есть завтра, стартует показ дорамы «Международная старшая школа Чхёндам 2» из 10 серий. Честно говоря, первый сезон я не смотрела. Актеры молоденькие все, сразу сходу не смогу сказать, кто где еще снимался. Но буду рада, если знаете актеров и посоветуете посмотреть с ними что-то интересное. По сюжету некогда прочный порядок в элитной школе рушится. Свидетельница 2 убийств из бедной семьи оказывается в самом центре событий, а королева школы теряет власть. Вокруг нее сгущаются подозрения, и даже дружба начинает трещать по швам. Девушка, похожая на Золушку, возвращается, но теперь она мечтает не о любви, а о мести. Другой же герой, парень, сталкивается с горькой правдой о своих чувствах и не знает, как дальше жить. Кто-то решает принять даже несчастье, если счастья все равно не будет. Есть и тот, кто полон эгоизма и комплексов, но появляется и новый, очень влиятельный человек, который переворачивает все с ног на голову. Снова 2 девушки оказываются в центре бури, а нам предстоит узнать, повторят ли они свои прошлые ошибки или все изменится. 5 июля – дорама для любителей Ли Чон Сока. Думаю, его многие знают по таким дорамам, как «Меж двух миров», «Пока ты спишь», «Пиноккио», и список можно продолжать бесконечно, но остановимся на этом. В общем, лично для меня немного необычный тандем, ведь Ли Чон Сок сыграет в главной роли с Мун Га Йон, известной по дораме «Истинная красота», а сыграют они вместе в дораме «Закон и город», всего из 12 серий. По сюжету опытный, но холодный юрист с репутацией лучшего в своем деле работает в крупной фирме и не стремится открывать свое бюро. Рядом с ним младший юрист с добрым сердцем, верящий, что можно менять мир, помогая хотя бы одному человеку. В этом же здании трудятся еще несколько талантливых коллег, каждый со своими принципами и характерами. Вместе они берутся за сложные дела и постепенно сближаются, создавая настоящую команду и проверяя свои ценности как в суде, так и за его пределами. 11 июля «Линия С», всего из 6 серий. Сериал был снят еще в конце 2023 года, но почему-то показ был отложен. В главных ролях одна из моих любимец Ли Да Хи, последняя из работ «Страховка от развода», но я ее больше помню по «Леденящему роману». И Ли Су Хёк больше помню по дораме «Король старшей школы». По сюжету над людьми начинают появляться красные линии, которые показывают всех, с кем у них были близкие отношения, и раскрывают их личные секреты. Эти линии видны, но их нельзя потрогать. Среди героев детектив, который пытается выяснить правду об этих странных линиях, необычная школьная учительница, старшеклассница, которая видит эти линии с рождения, ее одноклассник, который в нее влюблен, и девушка-айдол, которая учится в этой же школе. Честно, звучит очень захватывающе. Ведь каждому из нас есть что скрывать, а тут все становится на виду. Интересно, как герои справятся с этим испытанием. Но давайте посмотрим, какие еще сериалы приготовили нам корейские сценаристы в этом месяце. 16 июля «Плохая жизнь» или «История менеджера Кима», работающего в крупной компании Сеула, из 11 серий. По актерам не подскажу, сама что-то плохо их знаю, а кто помнит их по каким-то ролям в других дорамах, пишите в комментариях, буду рада. Сюжет про 70-е годы. Молодого парня с детства учил выживать его дядя, который не стеснялся никаких способов зарабатывать. Вместе они торгуют поддельными товарами, пока не получают предложение поднять сокровища с затонувшего корабля. Это выглядит как шанс разбогатеть, и они решают рискнуть. Во время поисков им встречаются самые разные люди, мечтающие урвать свой кусок золота, ведь для каждого это может быть единственным шансом изменить жизнь. Кажется, все просто, захотели быстро разбогатеть, но в таких историях обычно все идет не по плану. Интересно, что их там ждет и насколько далеко они готовы зайти ради денег. По-любому будет много драйва и неожиданных ситуаций. Поехали дальше. Что еще приготовили корейцы? И честно скажу, эту дораму я ждала еще с февраля. Потому что на ру-сайтах она как раз-таки висела где-то с начала 2025 года, но потом ее статус изменился на отложенный выпуск. И, наверное, многие уже догадались, о какой дораме идет речь. Дорама с Ли Дануком и Ли Согён. Думаю, по фото сразу узнали все этих милашек. В общем, с 18 июля наконец-таки выйдет «Славный малый» из 14 серий.
История расскажет о парне из семьи гангстеров, который с виду кажется холодным, но он пытается совмещать дела семьи, свои собственные планы и отношения с девушкой, которая только начинает карьеру певицы. Насколько я поняла, парень вроде бы захочет отвязаться от дел семьи гангстеров и захочет жить обычной жизнью. В общем, все вперемешку, любовь, семья и криминальный бизнес. А впереди еще несколько интересных премьер. С 21 июля «Дефекты» из 8 серий. И это будет что-то жутенькое. История о женщине, которая выглядит как уважаемый директор крупного медицинского фонда, но на самом деле стоит во главе жуткого бизнеса по незаконному усыновлению. Если ребенок не устраивает новую семью, его можно вернуть, а потом от таких детей просто избавляются, чтобы замести следы. Все идет гладко, пока одна девочка, которую когда-то вернули, выживает и уже взрослой возвращается, чтобы отомстить этим нелюдям. И кажется, мстительную девочку сыграет Вон Джи А. Я ее больше запомнила по дораме «Растопи меня нежно». А вот следующая дорама, которая запланирована на 23 июля, имеет забавное название «Моя девушка – крутой парень» и имеет всего 12 серий. Это история про возлюбленных студентов, которые вроде бы счастливы вместе, пока однажды девушка внезапно не просыпается в теле парня. Чтобы не привлекать внимание, ей приходится притворяться мужчиной, используя новое имя. А ее парень старается помочь ей и учит, как вести себя по-мужски. И они вместе пытаются понять, как вернуть все обратно. 25 июля снова триллер под названием «Триггер» из 10 серий. По сюжету главный герой – опытный детектив и бывший снайпер, который решает дело с опасной торговлей оружием. Ему противостоит хитрый и расчетливый человек из подпольного мира, который умеет тщательно планировать свои ходы. Пока детектив расследует серию смертельных преступлений, их пути все ближе пересекаются, и это может стать настоящей проверкой на прочность для обоих. В тизере, конечно, не особо понятно, что вообще происходит. Протесты, драки, перестрелки, но вот есть актер, которого я там заметила, и он мне очень нравится, это Ким Йон Кван, и он, видимо, снова будет играть злодея. В роли злодея он мне очень нравится, поэтому очень жду эту дораму. Параллельно с «Триггером» 25 июля выйдет «Мы творим чудеса» из 12 серий. История бывшей звезды регби, которая потеряла репутацию из-за допингового скандала. Теперь он возвращается в свой университет как новый тренер и берется за сложную задачу вывести команду аутсайдеров, которые всегда были на последних местах, к победе на крупном национальном турнире. Вот и все главные новинки июля. Делитесь в комментариях, какая дорама зацепила вас больше всего. Интересно узнать ваше мнение. А я буду ждать вместе с вами выход новых дорам.